Гутенбрюк – это самый старый каменный мост в Любеке. Мы можем идти и наслаждаться в пределах одной улицы совершенно разными стилями. С тех пор, как мы познакомились с Ирой, мы стали часто ездить с ней на экскурсии. Ира живет в Гамбурге 15 лет и очень любит этот город. Мы с удовольствием гуляем с ней по разным его уголкам, узнаем все больше историй, и иногда она приглашает нас в другие города. В конце июня Ира возила нас в старый ганзийский город Любек. Когда-то он даже был столицей Ганзы, важного торгового союза. Этот чудесный город сохранился на протяжении столетий без существенных изменений и разрушений, несмотря на пожары в XII веке и бомбежку во время Второй мировой войны. Сейчас Любек является живым памятником Средневековья. Весь его исторический центр – это одни сплошные достопримечательности. Недалеко от вокзала есть мост. Его называют Кукольный, потому что на нем стоит две статуи. Первая статуя – девушка с кошкой. Это Любек демонстрирует, что он независимый и может делать, что захочет, как кошка. И вообще, кошка – это символ Любека, так же, как жар-птица – символ Гамбурга. Ну а вторая статуя – это Меркурий, бог торговли. Он повернут лицом к городу, тем самым встречая приезжих пятой точкой. И это мы еще даже не вошли в город. Официальный вход – это ворота. Они выглядят суровыми и могущественными, чтобы если на Любек будут нападать, ворота его защитили. Но зато со стороны города ворота не выглядят так устрашающе. Да и в наше время они выполняют совсем другую функцию. Мы прошли через ворота, перешли через мост, повернули направо и... Не поверите, что мы увидели. Дом, в котором снимали самый старый фильм про вампиров. «Носферату. Симфония ужаса». Его настолько давно снимали, что он вообще черно-белый. Чтобы обойти авторские права, немцы схитрили, просто поменяв имена главных героев. Например, граф Дракула стал графом Орлоком. Дальше мы пошли знакомиться с архитектурой Любека. Вот тут дома буквально разделены на до и после. Например, нижняя часть принадлежит одной эпохе, а верхняя совершенно другой. По такой улице мы поднялись наверх к ратуше. На Ратушной площади часто проводят ярмарки и празднуют праздники. А рядом есть магазин и музей марципана. В Любеке очень ценят марципан за его удивительные и уникальные свойства. Считается, что марципан спасает человека от депрессии и, кроме того, может зарядить энергией на весь день. И мы заглянули в этот удивительный магазин-музей. Там очень много сладостей, конфет, тортов, пирожных. А еще на стене там есть карта Евросоюза, созданная из миндаля. Прямо в зале сидит тетенька, которая делает маленькие фигурки из марципана для продажи. Но они точно не настолько большие, как статуи рядом. В это совершенно невозможно поверить, но да, все эти фигуры правда сделаны из марципана. Жаль, что их нельзя было потрогать или лизнуть. И я постаралась их рассмотреть как можно подробнее. Несмотря на огромное количество невероятных сладостей, нам все-таки пришлось оттуда уйти, так как впереди нас ждала еще целая экскурсия. Закончив с марципаном, мы пошли к церкви Святой Марии, Мариенкирхе. Перед ее входом еще совсем недавно сидел маленький чертик. По легенде, когда началось строительство церкви, чертик решил, что люди начали строить кабак, и обрадовался, что получит больше падших душ, и очень старался помогать им.
Когда он узнал, что, оказывается, помогал строить церковь, то очень разозлился и хотел ее сразу же разрушить. Но священник ему пообещал, что рядом он обязательно построит винный погребок. И чертик уселся и стал ждать. И ждет по сей день. Хотя нет, подождите. Сегодня его почему-то около храма не было. Когда и зачем его убрали, мы не знаем. А может быть, он понял, что не дождется, и ушел. А может, наоборот, дождался, так как напротив церкви винный погребок таки построили. А мы решили зайти внутрь. Когда входишь в храм, всегда хочется посмотреть наверх. И мы смотрели, открыв рты. Своды здесь очень высокие, и все очень красиво расписаны. Много росписей на колоннах и на стенах. Особенно завораживает и даже пугает пляска смерти. Но она, кажется, и должна пугать. А еще меня очень заинтересовали обломки колокола, которые лежали в углу церкви. Мы не знали, почему они там, и что это за колокол, и почему он разбит. Но Ира нам объяснила, что это во время бомбардировки Любека в 1942 году обрушилась крыша храма, и с колокольной башни рухнули колокола, 2 из которых лежат тут до сих пор, как напоминание о войне и в назидание. Ну а мы идем дальше. Полюбовавшись на интересный вид на Мариинкирхе сзади, мы отправились бродить сказочными улочками Любека, из которых он почти и состоит. Это просто какое-то чудо. Они полны сказок. Казалось, что сейчас к нам из сказочной дверки выйдет добрая бабушка-фея и пригласит в волшебный розовый сад погостить. Как по мне, одно из самых интересных – это кирпичики с кошачьими лапками. Когда кирпичики ставились сушиться, это, конечно же, интересовало животных. И они, проходя мимо, могли случайно наступить. И кирпич так и высыхал, с этими следами. Эта идея всем так понравилась, что животных стали запускать специально. И во время строительства кирпичики, конечно же, ставили лапками наружу, считая, что это приносит удачу. А я трогаю эти вмятинки и как будто щекочу озорные кошачьи лапки. Вообще создается впечатление, что в таких уютных двориках живут исключительно милые, добрые и дружные соседи. Так все здесь мило и уютно. Ну, хотя не везде. Смотрите, соседи этого домика, видно, не смогли договориться. Любекские дворики и улочки все соединены между собой низкими узкими переходами, почти коридорами. Пройдя по такому коридору, попадаешь в совершенно особый миниатюрный мир с резными лавочками, ставнями на окнах и розовыми кустами. Сейчас здесь пахнет волшебством, и даже не верится, что до 70-х годов это были трущобы. Мы снова заходим в низкий узенький проход и попадаем в совершенно новое место. А потом опять ныряем в проход и выходим на широкую шумную улицу. Снова ныряем и снова в уютном дворике. И, честно говоря, я поняла, что моего папу в Любек водить нельзя, потому что он просто застрянет в одном из таких проходов. Ведь даже мне однажды пришлось нагнуться, чтобы пройти. Мы много ходили лабиринтами этих улочек и проходов, и много разных двориков видели. Вот тут нас встретил огромный рыжий кот, развалившийся посреди двора, и великодушно разрешил себя погладить. А в этом тихом дворике нам очень понравился мохнатый дом, и мы присели отдохнуть рядом с ним.
Еще мы узнали, что как в Гамбурге ценится жилье с видом на Эльбу, так и в Любеке ценится вид на башню Мариенкирхе. Некоторые дворики с таким видом нам удалось найти. Потом мы пошли через еще одни древние ворота города, которые стоят тут уже 8 столетий. Это немножко странно, но в стенах этих ворот есть жилые квартиры, и в них на полном серьезе живут люди. Гулять по старым городам и видеть такие старые башни рядом с современными постройками – это как попасть в параллельный мир через портал. В Любеке эти коридорчики-порталы называются гангами. И вот сквозь очередной ганг мы выходим к реке. Так, неожиданно сделав круг, мы заканчиваем нашу прогулку и возвращаемся в реальный мир. И уже с нетерпением ждем новых приключений и историй.